Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем создавать объемных декупажных бабочек. Применять бабочек можно куда угодно, например, для скрапа или украшать картины, топиари, а также всевозможные композиции. Для работы нам понадобятся следующие материалы. Декупажные салфетки с изображением бабочек, белая пластиковая бутылка. Если у вас нет белого пластика, то можно использовать обычный пластик, прогрунтовав его сверху белой краской. Краски акриловые, ножницы, спонж, кисть, тонкая проволока, у меня 0,5 см, свечка и спички, а также круглогубцы для закручивания усиков. Акриловый лак или клей для декупажа, а также подойдет клей ПВА, разведенный 1 к 1 с водой. Для декорирования самих бабочек можно использовать любые контуры, а также всевозможные полубусины и стразы. Приступаем к работе. Есть отдельное направление в объемном декупаже, но для этого необходимо покупать специальную термическую пленку с рисунками. Мы же идем более легким путем и используем подручные материалы. Поверхность обезжириваем, я использую обычный медицинский спирт. Снимаем верхний цветной слой салфетки и вырезаем бабочек. Так как бутылочка у меня имеет вот такие полосы, значит бабочку располагаем так, чтобы тельце попадало как раз на этот желоб. Бабочку я приклеиваю акриловым лаком. После приклеивания оставляем наших бабочек полностью высохнуть. Теперь необходимо оплавить края бабочек. Не всю бабочку, а только края. Делается это очень аккуратно, над теплом от пламени свечи. Бабочка получается вот такой изогнутой. Края салфеточки могут немного отходить. Тут дополнительно можно проклеить либо клеем ПВА, либо лаком. Так поступаем с каждой бабочкой. Таким образом, крылышки у нас приобретают вот такой объем. При оплавлении края могут немного подходить. Это все легко исправить, прокрасив края лаком. Края можно подкрасить акриловой краской при помощи спонжа, либо немного запачкать битумом. В своих работах я использую битумную патину от Idea, но это не обязательно. Края можно прокрасить обычными акриловыми красками.
Последний штрих — это изготовление усиков. Отрезаем небольшой кусочек проволоки, концы которой закругляем. У основания здесь сплющиваем и приклеиваем с изнаночной стороны бабочки. Сверху можно зафиксировать маленьким кусочком ткани. Можно приклеивать термопистолетом, а можно любым другим клеем. Усики также можно затонировать краской до или после приклеивания. На конце проволоки можно надеть бисерины. У совсем маленьких бабочек усики можно не делать вовсе, либо сделать просто позагибать кусочки проволоки. Остается только добавить декоративных элементов, таких как стразы, полубусины, а также поставить интересные точечки и завитки контурами. Наши бабочки готовы, теперь их можно применять во всевозможных работах. Подобным способом можно создавать и другие объемные элементы, применяя различные декупажные салфетки. Например, вот такие листья плюща, которые я использовала в декорировании обруча. Благодарю всех, кто смотрит мои мастер-классы. Мне очень приятно ваше внимание к моему творчеству. Желаю всем творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!